Сагамом Швидобисса, или как говорят по-русски, добрый вечер. Сегодня я хотел бы с вами пообщаться об одной из самых интересных армейских структур, а именно Вооруженных сил Свободной Грузинской Республики. История войн со времен Иверии, через вторжение Тамерлана, ведущая к настоящему времени и недавним конфликтам, сформировала весьма занятный облик грузинской армии. Датой рождения современных вооруженных сил Грузии считается 30 апреля 1991 года. В этот день состоялся первый весенний призыв в ряды Национальной гвардии, входящие во внутренние войска. Кстати, изначально одним из основных критериев отбора был рост. В армию решили не брать людей ниже 175 сантиметров. На сегодняшний день в вооруженных силах Грузии служит 37 тысяч человек, а мы можем наблюдать, что структура включает в себя сухопутные войска, силы специальных операций, Национальную гвардию, а также части и учреждения центрального подчинения. До 2008 года они также включали в себя военно-морские силы Грузии и военно-воздушные силы. Однако оба этих вида вооруженных сил были практически уничтожены в ходе так называемой пятидневной войны. В дальнейшем ВВС в небольшом объеме были возрождены как подразделения сухопутных войск. Что касается ВМФ, то руководство Грузии приняло решение не восстанавливать его. В состав сухопутных войск входит 5 пехотных бригад, дислоцированных в городах Тбилиси, Синаки, Кутаиси, Вазиане и Горе. Основным стрелковым оружием в вооруженных силах Грузии являются винтовки американского производства М4А1 и М4А3. Однако отдельные подразделения вооруженных сил страны используют автоматы типа АК-74 и АК-74М, ТАР-21, АС «Вал», Микрогалил и ЮМП-45. На сегодняшний день в грузинской армии продолжается процесс переоснащения по стандартам НАТО. Пару лет назад страна закупила сотни американских пулеметов М240, которые заменили системы советского образца, а также несколько тысяч новых автоматических американских винтовок и долгожданный ПТРК «Джевелин». В общем, пытаются соответствовать бравым американским рейнджерам. Из танков у грузин внезапно нарисовалось 6 леопардов 2А6, которые по соглашению используются только во время учений с Германией. Зато около 50 проверенных 72-ки, удачно перегнанных из Чехословацкой республики, являются собой щит наземных войск. Они-то и составляют основную ударную мощь. Хотя большого смысла в горных танках, конечно, нет. Хочется отметить БМП собственного производства «Лазика», которое, по слухам, уже создано более 20 экземпляров, постепенно меняя собой устаревшие БМП первой и второй серии и колесные Беттеры 70 и 80. В целом, колесный парк более чем достаточен и включает, помимо этого, турецкие Эдждер, Атакар Кобра, пиндосские Хамви и Кугуары. Личная автопромышленность собрала весьма современную серию Дитгари в целых 3 вариациях: бронетранспортера, разведывательной машины и эпичного боевого трейлера, от которого не отказался бы даже Безумный Макс. Медико-эвакуационная техника получила свое развитие в лице штатной Медевак нового образца. Имеются 2 артиллерийские бригады, которые используют различные ракетные системы залпового огня, как БМ-21, РМ-70, М-63, АМИ Град ЛР, ДРС-122, АМИ ЛР-160, М-87 Оркан, БМ-30 Смерч, АМИ Лynx. Также в арсенале различная самоходная артиллерия и буксируемые артиллерийские установки. Стандартная инженерная бригада, естественно, пользуется всеми прелестями ремсредств. Отдельно хотелось бы упомянуть лишь специальные деконтаминационные грузовые машины, которые в 2016 году ей заботливо достались от любящей бабушки Германии. Это настоящие слуги властелина чистоты и призваны бороться со всякими химическими и радиационными загрязнениями в атмосфере. Как я ранее уже сказал, авиационная бригада является звеном сухопутных войск и совсем не богатой техникой после конфликта с мужиками на сушках и мигах. В основном он укомплектован самолетами и вертолетами советского производства. На вооружении у командования авиации и воздушной обороны есть самолеты Су-25КМ, Су-25UB,
Л-39, Л-29, Ми-24, Ми-8, Ан-1H. Кроме того, командование авиации и воздушной обороны активно использует беспилотные летательные аппараты. Это Elbit Hermes 450, Elbit Skylark и Aerostat. Все они израильского производства. С полученным опытом наиболее преобразились войска ПВО. После многолетней тяжбы с Францией вояки наконец-то выбили себе бюджетные обязательства и продемонстрировали новейший РЛС Groundmaster GM403 на выставке вооружения на площади Свободы в Тбилиси в связи со столетием провозглашения независимости Грузии. РЛС Groundmaster GM200 и командный пункт управления ПВО впервые были продемонстрированы на грузинской авиабазе Алексеевка близ Тбилиси 31 мая 2018 года. Поставленная в рамках этого контракта техника выполнена на автомобильном шасси Renault Tracked Defense Aqueous типа К с колесной формулой 8х8. Осенью той же Алексеевки были представлены ЗРК MBDA Mistral Atlas. Помимо сего есть и старый добрый Бук М1, С-125, помнящие еще, наверное, сбитые фантомы во Вьетнаме, Стрела-10, ОСА АКМ. Есть также израильская установка типа Spider SR-MR. Особые подразделения представлены отдельной бригадой специального назначения. Место дислокации — населенный пункт Каджори около Тбилиси. Отдельно упомяну про входящий в состав бригады иракский батальон Каджорского центра конфликтов малой интенсивности, они же миротворцы, созданный на базе Каджорского батальона быстрого реагирования, всего 400 человек, реально существующий и наиболее боеспособный спецназ, однако большую часть времени используется для охраны спецобъектов и первых лиц государства. Обладает быстрой скоростью развертывания. В основном из его личного состава и формируются диверсионные группы. Ну и на сладкое батальон Командос. 560 человек, находящиеся в составе 1-й пехотной бригады. Место дислокации бригады — населенный пункт в Азиане, около Тбилиси. С учетом той реальности, которая была 10 лет назад, армия сделала акцент на концепцию малочисленных подразделений в вооруженных силах. Это и стало главным принципом армии. В перспективах развития бригад сухопутных войск планируется создание всего лишь 10-12 подразделений на уровне рот. В общем масштабе Министерство обороны делает ставку на стандартизацию подразделений, как боевых, так и по обеспечению боевой поддержки. Это подтверждается курсом на натовское комплектование сухопутки. В рамках стандартизации боевых подразделений, которые сейчас делятся на пехотные, механизированные и танковые, произойдет равномерное распределение боевой техники. Что касается введения единого стандарта для элементов боевой поддержки, противотанковых, противовоздушных, инженерных и других, то тут также планируется равномерное распределение сил и предоставление им равных возможностей. С одной стороны, это, конечно, рационально, но так предсказуемо, на мой взгляд, облегчит деятельность разведывательных средств противника, которые могут по количеству техники быстро определить и людской состав формирования. В будущем подразделения логистики на местах будут иметь большую автономию. Планируется создать ремонтную инфраструктуру, чтобы подразделения обеспечения имели время для своевременной и необходимой поддержки боевых подразделений, чтобы на месте ремонтировать бронетехнику и автомобили. В целом, удивительно, что до этого доходит только сегодня. По итогам текущей реформы, командные штабы подразделений получат автономию, чтобы в рамках поставленной задачи децентрализованно исполнять задачу центра. Удивительное сплетение невероятных прорывов в одних родах войск и непостижимой неосведомленности в других. Такова душа истинного горца. Давайте пожелаем им найти свой баланс и идти собственной дорогой истинно демократичного государства, уважая соседей и не прогибаясь под продажный западный менталитет. Спасибо за ваши комменты и симпатии. С вами было Искусство войны. До новых встреч, друзья!